Буквально несколько минут назад стали известны печальные новости о телеведущем Александре Маслякове и последние новости о антикоррупционном комитете и его работе. 2 недели назад вся общественность России была шокирована чрезвычайным событием. Многолетнего ведущего клуба веселых и находчивых Александра Васильевича Маслякова и его сына Александра Маслякова-младшего взяли под стражу. Публичных личностей обвинили в тяжком преступлении за получение взятки в особо крупном размере от капитанов команд КВН за призовые места, за продвижение участников на центральном телевидении и попытки подкупить жюри КВН. Александру Маслякову-младшему удалось избежать СИЗО, и он до решения суда был отправлен под домашний арест. Однако Александру Васильевичу Маслякову пришлось отдуваться на полную катушку. Он уже вторую неделю находится в камере следственного изолятора номер 4 города Москвы. К слову сказать, что у Александра Васильевича Маслякова раньше также возникали проблемы с законом. Еще в прошлом веке, в молодости, он обвинялся в финансовых махинациях. Несмотря на почтенный возраст 82 года, Александру Васильевичу Маслякову приходится находиться в общей камере, без всяких поблажек и снисхождений. Однако на днях в камере СИЗО произошло чрезвычайное событие. После приема пищи Александр Васильевич неожиданно схватился за сердце и без сознания рухнул на пол камеры. На данный момент Александр Васильевич находится в тяжелом состоянии. Что это было, умышленное отравление или некачественная пища, на данный момент определяет экспертиза и следствие. По данным администрации СИЗО, за все это время у Александра Маслякова не возникало серьезных проблем и конфликтов со своими сокамерниками, однако прорабатывается версия об отравлении. Но и по традиции последние новости о антикоррупционном комитете и его работе. По просьбам зрителей мы публикуем информацию, в каких городах Российской Федерации на данный момент работают филиалы антикоррупционных комитетов. В таких городах, как Уфа, Ростов-на-Дону, Волгоград, Москва и Санкт-Петербург работают по 2 филиала антикоррупционного комитета. Также филиалы Организации по борьбе с преступностью и коррупцией работают в следующих городах: Сыктывкар, Самара, Красноярск, Воронеж, Пермь, Сочи, Барнаул, Новосибирск, Екатеринбург, Казань, Челябинск, Омск, Тольятти, Краснодар, Тюмень, Саратов, Ижевск, Ульяновск и Калининград. В нескольких городах филиалы антикоррупционного комитета находятся в стадии открытия, поэтому не указаны в данном списке. Антикоррупционный комитет и ФНС России начала проверку финансового состояния известного спортсмена Хабиба Нурмагомедова. По данным прессы, после завершения спортивной карьеры Хабиб Нурмагомедов начал заниматься коммерческим гостиничным бизнесом на территории ближнего и дальнего зарубежья. По последним данным, Хабиб Нурмагомедов задолжал в государственную казну 306 миллионов рублей. Стали известны итоги праздника Дня Победы. Во время великого праздника члены антикоррупционного комитета находились в зоне спецоперации. Более 15 тысяч российских ребят получили денежные премии и ценные подарки. Уважаемые зрители, если вы желаете выздоровления членам комитета и поддерживаете их деятельность, то можете поставить лайк под видео и написать поддерживающий комментарий.